Здравствуйте, мои дорогие весы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на первую половину месяца февраля, то есть с 1 по 15 февраля для вас. Давайте посмотрим на этот отрезок времени, что у вас происходит, на что вам нужно будет обратить свое внимание. Веса. Напоминаю также, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете лайк оставить, можете оставить сообщение, если видео вам нравится. Мне будет в любом случае очень и очень приятно. Итак, давайте посмотрим, что же здесь у нас получится для вас. Итак, первая карта у вас 4 мечей. Первая карта показывает какое-то успокоение, затишье, возможно, здесь необходимость сделать паузу, оглянуться назад, о чем-то поразмышлять, подумать, потому что, вот здесь, знаете, как будто бы нужно разобраться в своих чувствах, разобраться в своих, возможно, истинных намерениях или в намерениях других людей. Эта карта 4 мечей, она в целом показывает, что вы, знаете, как будто бы должны, может быть, время выделить на отдых, чтобы восстановиться, чтобы сил набраться, чтобы в себя прийти. Или продумать шаги дальнейшие, как распорядиться достигнутыми результатами, допустим. Возможно, для вас эта ситуация как раз и будет иметь большее значение. Может быть, даже для кого-то эта ситуация еще продолжается. Для кого-то из вас основные силы здесь сосредоточены на уединении и необходимости в таком состоянии отшельничества как раз поразмышлять, созерцать что-то, возможно, опять-таки отступить назад, сделать шаг назад и использовать собственную мудрость, которая приобретена благодаря жизненному опыту, для того, чтобы принять правильное решение. Может показывать и на другого человека, чей опыт, ценность, мудрость, возможно, профессиональные какие-то способности для вас будут важны. И, возможно, вы ищете какой-то совет или руководство, какую-то помощь от этого человека. Возможно, от этого отшельника, от этого человека, который для вас является каким-то таким наставником, возможно, духовным наставником или советчиком. Давайте посмотрим еще. Дальше у вас есть 4 жезлов, есть 3 кубков. Для кого-то из вас здесь вы можете отмечать какое-то успешное завершение чего-то, что отняло у вас очень много времени, очень много ресурсов. Также я думаю, что здесь для кого-то из вас, возможно, знаете, будет какое-то новое сообщество как будто появляться. Как будто вы переехали в другой город, к примеру, сменили место жительства, и у вас другой вокруг вас социум появились, другие соседи, к примеру, то есть другое окружение, новые люди какие-то в вашем окружении. То есть 4 жезлов, она о переезде, о каких-то вопросах недвижимости, которые у вас могли иметь место быть, и здесь действительно вы могли как будто отмечать успешный переезд, отмечать успешное какое-то, покупку квартиры или что-то такое. А некоторые из вас, может быть, пытаются решить какую-то роль, может быть, или пытаются играть какую-то роль в определенном сообществе людей. Вы настолько сильно хотите погрузиться в это сообщество, стать такими, как они, допустим, что вы стараетесь подстроиться как-то под них. То есть здесь прям сильное ощущение какого-то переезда или смены места жительства, может быть, достаточно в значимых масштабах, в другую страну или в другой город, допустим. Безусловно, здесь есть какая-то, как толика празднований. Может быть, кто-то из вас посещает какие-то праздники, общественные мероприятия, какие-нибудь дни рождения, какие-нибудь свадьбы. То есть торжества присутствуют на каких-то светских мероприятиях или вечеринках, где вы что-то отмечаете. Может быть, даже вас поздравляют с чем-то, чествуют в каких-то достижениях или ваших успехах, которых вы добились. Давайте посмотрим дальше. Кстати, 6 жезлов, то есть опять-таки карта победителя. Возможно, вас правда с чем-то поздравляют, либо вы чувствуете себя успешным человеком, что вы смогли добиться здесь того, что вы можете отпраздновать, опять-таки, или какой-то переезд, или какое-то важное достижение, то есть победа, триумф. Некоторые из вас столкнулись с какими-то трудностями, когда проходили этот процесс. Может быть, вы сделали много шагов, много этапов для того, чтобы получить, собственно, этот результат, который у вас есть сейчас.
но, знаете, вы как будто бы на этом сосредоточились, может быть, собрали какие-то документы, которые вам нужно было подать, потом там подождали, допустим, то есть ждали какие-то периоды, то есть это прям какое-то количество дел, и вы выполнили все эти этапы, получили, может быть, какой-то вердикт, который вы ожидали, то есть по страшному суду получили желаемое. Может быть, в каких-то судебных разбирательствах участвовали, где вы свои права отстаиваете, защищаетесь и получаете, опять-таки, по страшному суду то, что вы заслуживаете, то есть какое-то положительное юридическое решение, допустим, в вашу пользу. Да, в каком-то смысле, как будто бы вы можете выиграть дело, и выносится это положительное решение в вашу пользу. Для некоторых из вас вот в контексте работы, допустим, или в контексте карьеры, здесь, может быть, там, отмечаете какой-то этап вашей карьеры, там, выход на пенсию или получение повышения зарплаты или какое-то продвижение по карьерной лестнице, то есть получаете другую должность. То есть вас как будто видят, признают, поздравляют, да, то есть вы чувствуете себя успешным. Вы тут триумфатор. Вы вот всю работу, которую вы проделали, вы получили результат, вы гордитесь этой работой, да, этим результатом. Для вас это как какой-то важный этап завершения одного периода, одного цикла, которым вы гордитесь, да, потому что он успешный, он удачный. Так, давайте посмотрим еще тройка жезлов. Тройка пентаклей, да, такие две тройки, скажем. Тройка жезлов, да, опять-таки это цели, которые вы перед собой ставили, смотрели в будущее, да, то есть ожидали исполнения каких-то ваших желаний. Тройка пентаклей также вы заложили очень хороший фундамент, и теперь у вас есть прочная основа для дальнейшего роста. Тройка жезлов — это карта, в принципе, будущего роста и развития, потому что это только тройка, это не десятка, да, но вот используя определенное терпение, да, проходя определенные этапы, вы получите достижение конкретной вот этой своей финальной цели, которой вы хотите добиться в конечном итоге. Но вот в этом процессе есть этапы, особенно для тех, кто проходит через какие-то юридические, допустим, процедуры, опять-таки какие-то документы, которые нужно подписывать, что-то с ними делать, с этими документами, или какой-то переезд, когда нужно оформлять визы, или там какие-то еще там документы оформлять, связанные с этим переездом, то вам удалось здесь заложить для этого хороший прочный фундамент, потому что вот тройка жезлов, она показывает усилия и труд, которые вы в это вложили. И да, она смотрит в будущее, она видит в этом перспективу, она понимает, что уже есть определенные результаты, и ожидания, да, оно начинает реализовываться. Получаются уже какие-то первые плоды того, что вы хотели, плюс вы надеетесь еще на дальнейший рост, еще на дальнейшее расширение. Может быть, какая-то команда людей на вашей стороне. Может быть, даже у них какие-то разные есть навыки, умения. Знаете, как командная работа. Каждый выполняет свою какую-то задачу, но при этом вы вместе приходите к совместной цели. Да? Давайте посмотрим еще. Карта семерка пентаклей. Карта мага. В целом, семерка пентаклей. Ну, то есть, да, у вас действительно вот по четверке мечей вы сделали очень много, и вы сейчас можете думать о том, вот что еще нужно сделать после вот этого отдыха, допустим, да, когда вы остановитесь, сделаете паузу, как вам двигаться дальше, в каком направлении двигаться дальше. Может быть, касаемо там работы, да, раз мы уже говорим про работу, или касаемо там этого переезда, как это отразится на вашей семье, на ваших близких, на ваших родственниках. Но вот здесь же, опять-таки, эта карта семерка пентаклей, которая у вас здесь выпадает, она показывает, что да, вы вложили очень много усилий, и уже многое вложено для получения каких-то плодов, да, семерка пентаклей. То есть вы сделали, может быть, с какой-то работой, да, что-то вложили во что-то, свои усилия. И вы думаете придерживаться текущего положения вещей? То есть хотите вы продолжать работать над этим в том же духе и развивать в этом же направлении или нет? То есть опять-таки вы продумываете свои дальнейшие шаги.
вы думаете, что вам дальше сделать, потому что вы как будто бы очень терпеливы, очень методичны, очень неспешны, вы умеете здесь ждать. И опять-таки здесь сочетание с этой 7 пентаклей и 4 мечей, когда вы понимаете, что для получения позитивного результата нужно не спешить. Тише едешь, дальше будешь, да? Что нужно укрепить как-то свои позиции в какой-то важной для вас области. То есть вы размышляете, стоит ли оставаться с тем, что у вас есть, или стоит уже двигаться дальше, что уже наступил этап для дальнейшего какого-то продвижения. То есть, в общем, в этой первой половине февраля достаточно такая неоднозначная ситуация происходит, как будто бы вы уже много усилий вложили, и они приводят к положительному результату, каким-то положительным решениям, положительным суждениям, может быть, целям вашим достигнутым. И вы сможете смотреть в будущее, как бы, да, и думать, что еще я могу сделать, да, что я еще могу в своем будущем добиться, или что я еще должен сделать, чтобы добиться вот этого, этого и этого. Продолжать ли в этом же направлении идти? Устраивает ли нынешнее положение дел, соответственно. То есть в любом случае вы как будто останавливаетесь, делаете эту паузу, чтобы об этом поразмышлять. И тут же эта карта мага, по сути, это карта человека, который способен на очень многое. То есть это человек, который сам формирует свою собственную судьбу. Он проявляет свои желания через какую-то свою личную силу. Да? То есть этот маг, он долго, упорно трудится, и он как отшельник, чтобы получить свои знания, свой опыт, мудрость, ресурсы, связи, чтобы все, о чем этот человек думает, да, соответственно, весы. То есть то, что у вас в голове происходит или в сердце, чего вы хотите достичь, что вы видите, да, в перспективе своей, вы как будто бы собираете воедино все эти пазлы, да, для того, чтобы собрать такую картину, которую вы хотите воплотить в жизнь. То есть то, что вы себе представляете в будущем. И прикладывая при этом необходимую работу. Потому что маг — это человек, который как волшебник. Он может сотворить чудо. То есть он может сделать такую жизнь, какую вы хотите. У вас для этого есть все необходимое и все, что вам для этого нужно. Да? Все, что вам для этого нужно. Карта звезда, тоже, знаете, карта целей, карта обновления, карта надежды, карта веры. Обычно она показывает о каком-то, опять-таки, периоде восстановления для вас, возможно, после непростого периода. Может быть, когда вы очень много суетились, какие-то вопросы решали, какие-то задачи, соответственно, у вас постоянно были в приоритете, нужно было какими-то делами заниматься, а здесь вы как будто бы думаете, да, я как бы уже достиг каких-то своих целей определенных, теперь нужно сделать паузу, немножечко отдохнуть и еще помечтать, что мне еще нужно сделать, чего мне еще нужно, соответственно, достичь и разобраться, к какому пути я, соответственно, по какому пути я должен идти. Давайте посмотрим, что еще здесь будет. Карта девятка. Девятка мечей. Карта девятка мечей. Карта переживаний, карта волнений, возможно, здесь каких-то может быть, да, ситуации, где вы зацикливаетесь на мелочах, концентрируетесь на каких-то негативных вещах и не пытаетесь заглядывать, чтобы выискивать какие-то негативные вещи, которые могут произойти. Может быть, вы, знаете, как будто накручиваете себя, много о чем-то думаете там перед сном, не можете спать спокойно, потому что вы здесь прям очень много переживаете о чем-то. Может быть, вы правда здесь, знаете, не можете себе позволить отдохнуть? Вам нужно остановиться, сделать паузу, отдохнуть, а вы почему-то по девятке мечей даже в этом как будто бы успокоении, паузе не можете остановиться, не можете здесь перестать думать о каких-то вещах и очень эмоционально на что-то реагируете. Да, то есть для вас это какая-то очень эмоциональная ситуация, через которую вы проходите. Но в целом достаточно хороший для вас расклад весы. Надеюсь, вам он подойдет, окажется полезным. Можете написать в комментариях, насколько это видео перекликается с тем, что происходит в вашей жизни. Мне будет также это очень интересно узнать. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.